Это просто нереальное. Сейчас, если мы посмотрим сюда, мы увидим порт. Я не знаю, я не разбираюсь в САБах и в коробах. Вот сколько здесь порт? Большой. Порт. Да, сколько? 3600. Вот. И туда залезть. Попробую сейчас ночным видением. Я уже знаю, что потому что кто-то слишком много ест. Вот обзор обзора. Ёбан. Витёк, а будете что-нибудь вот с этим делать? Конечно будет. Кофемашина будет. Кофемашина только. Так, ну чё, все, обзор закончил, все охуели, все, поехали, да? Или включим? Арес слабо показать на тачке? Да вообще не вопрос. Ты говорил, что машина собиралась не для соревнований, но вот некоторым
автомобилем, она по трусам сегодня надо ее. За 2 недели. За 2 недели. А в каком классе? Лучше скажи. Блин, в моем. Они свой собственный класс придумали. Класс называется, вот, если вы, короче, ну просто для понимания, если возьмете ящик, сделайте сабвуферный, да? Есть тут ящик где-нибудь? А вон он, ящик. Кстати, сейчас затроллим. Это что за короб? Не с двенашки? Да, это с двенашки, по-моему. Это тот самый знаменитый короб Лёши Строганова. Стабильность великая. То есть сколько лет, один и тот же рез. Ладно, я к чему? Если вы вот к этому ящику сейчас приделаете колеса, это будет и фары, это будет одно и то же. Вот, поэтому давайте отъедем где покрасивее, где побольше света. Витек возьмет термлап, есть? Есть термлап, конечно. И заснимем рез. Что это? Что это за гудрон или? Немного пены. Это антиграй. Так, у нас питание здесь очень крутое. Это АГМ аккумулятор на 500 миллиампер-часов. Я поеду там. Я не поеду, Витек, сам езжай. Посмотрите, подожди, я покажу. Бенз. Надо заправить тачку. Какой хуйней они тут занимаются? Это просто для понимания. Я так и ездил, кстати, когда-то, не надо троллить. У нас все было, и пробитый бензобак, и магистраль отломанная, и вот приходится так сюда делаешь, из бензонасоса туда трубку кладешь. Главное потом не забыть, когда будешь по назначению этот бачок использовать. А как на ней ехать? Витек, расскажи, вот мы сейчас собираемся отъехать, где Мы сейчас поживописней. установим сиденье, там 2 табуретки и поедем. я думаю. Сидений не будет, только поедешь. Я сниму, я буду снимать это. У меня там есть на чем ехать, нормальная машина. Я за рулем, ты будешь сбоку. Ну, он меня уговаривает прям, ты посмотри. Витек! Поеду туда я, Витек! хочешь прокатишься? А, ты тут? А как ты там сел? Да, нормально. Рикара? У нас, короче, GoPro, Sony. Sony, камера вот эта и вот это. Вот, кстати, кто на канал подписан, а как канал у вас сейчас называется? Витя Моц или Альфарт Моцарт Аудио? Аудио. А? Моц? Альфарт Аудио. Альфарт Ну, там Аудио. Аудио Вот X. кто на их канал подписан, заметили, что Витя стал гораздо лучше снимать обзоры. Но вы не думайте, что Витя научился снимать обзоры, просто у него камера, покажи теперь. Да Не, нет, ну конечно, теперь у Это- меня именная камера. да, это камера Loud Очень Sound. красиво. Суету какую-то наводят. А зачем этот лейкопластырь? То есть вы настолько уверены в этом автомобиле, что он датчик отламывает, да? И вибрация будет? Не-не-не. Я напомню, у нас был в обзоре этот сабвуфер. У него стоит сколько? 12 неодимовых магнитов, да? 13 килограмм магнита. 13 килограмм магниты только весят. Он 80, по-моему, сколько? 82 сантиметра диаметр. 85. Он очень тяжелый, его только вдвоем можно поднять. И это первый в мире сабвуфер рабочий такого размера. Денис первый раз в жизни делает замеры в чистом поле. Обратите внимание, САП почти на месте стоит, хода еще нет, а крышу уже рвет. Результат все равно, раз уж собрались фиксировать, он будет зафиксирован на видео. Это у нас термлап, датчик на стекле в положенном месте. А это что за термлап? Какой? Магнум? Это Магнум, да? Вот, и у нас здесь будет зафиксировано сейчас давление и частота. А ты что, готов стрелять уже? Поехали. Что-то посыпалось там, да? А ну-ка. Сюрприз. 162,1. Ну холодно. Больше было, да? Было 163,5 вы мерили, да? Вот такой дебют сабвуфера. Что, выкинул, не нужно, что? А если солнце светить будет? Вон, посмотри, как солнце светит. Водительский остался. Не сдается, вы смотрите. Пристреливается. Хочет больше.
Так, мы готовы к замеру с закрытыми дверьми. Второй замер. Термлаб сброшен. Давай вот так буду снимать. Страшно, страшно. Звук такой, как будто бы... Не. 160. Дэн, сколько мощности сейчас летит? Где-то около 18 киловатт. Вот это около 18 киловатт. Вы сейчас наблюдаете, в один сабвуфер заливается. Денис недоволен, результат упал. Но у нас и на улице сейчас холодно очень. Да. Литий. Отличный фальш, благородный очень. Они чем скрыты-то? Лаком, да? Шпон под дерево. специально. А, это натуральное дерево, кстати, ребята. Евроремонт, вот все крепко закреплено, то есть никаких саморезов, никакого колхоза. 50-60 метров где-то проводов, 2 моста, да, это? 10 киловаттников. 1,5 ума. Ну, мне не нравится только то, что видно плохо в задние окна здесь. Можно не увидеть. Черный мац да пизда. А тут что-нибудь открывается или там? Нет? И вообще никогда уже не откроется, да? Кстати, Ксералик не сказал на видео. Нет, я просто было бы интересно. Да я уже понял, да, я уже сказал. Витя почему-то это скрывал, я сказал, как камера сделана. Камера сделана просто. Просто. Все ушло за неделю времени. Нет, Витек сказал 2. Ну, Витя откуда знает? Я тут знаю, он даже рядом не стоял. О, Макс, по-братски можешь в салон сесть, надышать? Нам температуру поднять надо в салоне. Арес маленький. Так, еще одна попытка, термлаб сбросили. А частота какая? 38, смотрим. Это просто нереальное. Что-то отпало. Потолок отпал. А GoPro на месте. 161,7. Поднял на 1,6. Так, второй замер на открытой двери. Термлаб сейчас покажу. Обнулен. И Дэн готов. Поехали. Самозакрывающий. 163 ровно. 163 децибела. Нормально, я думаю, даже и не стоит уже больше пытаться. Отлично. Буду. А фронт навалите? Фронт, Витек, ты ценитель? Ставропольская школа. Расскажи, что ты думаешь здесь о фронте? Ну, здесь фронт только начинается. Мне высокие не очень понравились. Так, в принципе... Мало среднечастотных. Да, медбас хороший. Я вот знаете, о чем подумал? Если сейчас стекло вдруг выбьет, Вове обратно на ней еще ехать. Вова, у тебя лицо морозоустойчивое, нет? Едь. Тут вот здесь стоишь возле двери. Громко уши задавливает прям, ну я думаю, вот здесь возле машины стоишь, тут под 153 где-то, вот так по ощущениям, ну уши продавливает. Это сколько герц? 30. Учили его, показали, что он работает. Этого людям было мало. И вот ребята заморочились. За неделю запихали в нее литий, запихали усилки и сделали камеру под сабвуфер.
Вы все увидели сегодня, что этот сабвуфер абсолютно рабочий, поэтому сейчас можно смело утверждать, что в Ростове у нас находится самый большой сабвуфер в мире. Он рабочий, и это было проверено не просто, а было проверено в сумасшедших условиях. В него было влито 17 киловатт, и результат вы все видели, 163 децибела. Гаражный рез у ребят 163,5, ну сейчас чуть похолодало, и понимаете, да, что это за пару выстрелов без особой подготовки. Это вот нормальный стабильный результат. 163 децибела, это просто космос. В машине нет ни грамма виброизоляции, лобовое стекло у него выдавливало при вот тестовых замерах. Но его сейчас вклеили, поэтому машина работает абсолютно стабильно. Кузов не ломает, стекла не выбивает. Кто троллил, напишите в комментариях, ребята, вот пожалуйста, хоть раз исправьтесь, напишите, да, это самый большой сабвуфер в мире, да, у него есть результат, да, он находится в Ростове-на-Дону. И гордитесь, блядь, тем, что в России делают вот такие уже вещи. Это единственная в мире вещь, и она работает. Автомобиль вместе с музыкой стоит порядка 800-900 литий плюс. Ну, около миллиона, да, я думаю. Машина продается за миллион. Да, машина продается за миллион, но если снять музыку, то за 20 тысяч. Забирайте, да, у нее нет передних пружин, правда. И отдельную благодарность нужно выразить Вовчику, покажи Вовчика. Он на ней ехал целые 10 минут. Я думаю, что он потратил полжизни на эту поездку. Даже со стороны было, сука, страшно наблюдать, как она едет, с какими звуками. Можете купить этот автомобиль, он продается. А сабвуфер мы, скорее всего, поставим в тринашку. Я сейчас, наверное, не шучу, есть такие мысли. Пишите комментарии, поставить его в тринашку или нет, кто что думает. Было бы круто или нет, вместо 4 девбонсов поставить один вот такой вот 32-й девбонс. Все, короче, всем пока. А вот снимал меня, посмотрите, кто. Оператор от бога. У него теперь есть крутая камера. Это Витя Моц, у него есть канал. Там нету подписчиков. Нет, там уже много. Там, кстати, сколько у тебя, Витек, уже? 4000, ничего. 4000. Короче, всем пока. Бля, а где окно открывается, пацаны? Ручник работает. Вовчик, как ты ехал, а? Ну, можно сразу сделать обзор двойки, но я этого делать не буду. Но она в хорошем состоянии. Я реально говорю, машина продается. На самом деле, ребята с Альфарда позвонили, говорят, нужны деньги. Машину не знаем, как продать. Поставим сабвуфер, у нас есть, сними обзор. Может, хоть кто-то купит это говно. Нет. Вибры нету. Я, ты думаешь, уже забыл, что такое механика? А может, бенз кончился? Ну да, я боюсь первой, а вдруг она ускорится и разъебет это. Машина очень мощная, она со второй передачи. Блять, все, у меня стресс. Можно я перестану снимать уже этот обзор, а?